Огромный привет, друзья! Сегодня воскресенье, и я сейчас себе спокойненько позавтракаю. Но сначала создадим приятную атмосферу. Мои еще спят, и я сейчас себе в тишине одна позавтракаю. Утренние моменты, особенно в выходные дни, это самые мои любимые моменты. У меня тут остался спелый банан, Вадим уже есть его не будет, он любит полуспелые бананы, а я сейчас приготовлю вкусный завтрак. Нарежу его кругляшками. А теперь добавлю йогурта. Еще добавлю жменьку хрустящих колечек. И немного кукурузных хлопьев. И сверху украшу нарезанным бананом. Когда все красиво, даже приятнее завтракать. Хоть в выходные дни можно уделить себе немного больше внимания. Видите, какой у меня получился вкусный и красивый завтрак? Жаль, что не было других фруктов, типа клубники, ежевики. Я бы выложила сверху, было бы еще красивее. В сезон персиков я люблю вместо бананов добавлять персики, тоже получается очень вкусно. Сейчас поем, потом заварю себе горячий кофе, а потом, наверное, испеку классное печенье. Все, я уже позавтракала. Так люблю наблюдать за этим дымком. Вчера вечером стирала постель, и уже все сухое. Сейчас сниму стирку, и потом еще нужно будет полить базилик. Кто вместе со мной сажал базилик? Помните, я боялась, что он не примется? Но принялся, и уже и вырос немного. Сейчас я его полью, пусть растет. Летом мы его едим очень много. Наверное, я попозже еще посажу. Первые дни я его оставляла у окна в зале, а сейчас уже на балконе стоит. А теперь давайте приготовим классное печенье. Сразу заливаю изюм и сушеную клюкву водой, пусть немного смягчатся. Еще мне понадобится жареный арахис, лесные орешки, семечки подсолнечника, тыквенные семечки, орехи и миндаль. И так как миндаль у меня не жареный, сейчас я его поджарю на сковороде. Поджарю несколько минут на раскаленной сковороде, постоянно помешивая. Всех ингредиентов, которые я вам показывала, нужно по 40 грамм, но я вам в описании под видео оставлю все пропорции. Миндаль я поджарила, видите, какой румяненький? А сейчас также поджарю семена подсолнечника, они у меня были сырые. И семечки поджарила. А теперь миндаль, арахис и лесные орешки высыпаю на досточку и немного их измельчу. Я уже готовила это печенье, получается очень вкусное. И еще классно, что не нужно использовать ни сливочное масло, ни сахар. Так что у нас будет печенье без сахара. Отправляю все в салатник. Видите, как я измельчила? Не сильно мелко. А теперь еще немного измельчу жареные орехи. Могла бы в мой завтрак еще добавить жареных орехов, не подумала я. Добавляю жареные тыквенные семечки и жареные семечки подсолнечника. А теперь добавляю 120 грамм овсянки. Добавлю щепотку соли. А теперь добавлю просушенный изюм и клюкву. Хорошенько перемешиваю все ингредиенты. И добавляю 4 столовые ложки меда. Еще мне понадобится цедра одного лимона. Добавляю ее ко всем ингредиентам. И еще добавляю белок 2 яиц. А теперь нужно тщательно перемешать, чтобы все ингредиенты были в меде и в белке. Вот такая масса у нас должна получиться. А теперь слегка смазываю растительным маслом пергаментную бумагу.
Беру вот такую круглую форму для печенья диаметром 8 сантиметров и заполняю ее этой массой, которую мы приготовили. Форма у меня высокая, не нужно заполнять до краев. Просто помогаем себе этой формой создать ровный круг. И теперь аккуратненько, помогая себе ложечкой, вынимаем форму. И печенье получается ровной круглой формы. Видите? И так формируем и все остальные. Из этого количества ингредиентов у меня получается 16 штук. Но они получаются крупненькие. Последнее печенье и буду выпекать. Я уже духовку разогрела на 180 градусов. Все, и отправляю в духовку. Примерно на 10-15 минут. Все зависит от вашей духовки. И смотрите, какая красота получается. Очень вкусные. Да еще и без сахара. Мои их очень любят. И я их очень люблю. Я еще 2 печенья потом съела. Это та, которая худеть немного собралась. И Джампьеро встал, позавтракал. А теперь угадайте, куда мы едем? Съездим погуляем на природе, подышим свежим воздухом и заодно скинем лишние калории. День у нас вроде бы тепленький, но мы едем в сосновую рощу, поэтому я накинула кардиган. Вот мы и приехали. Послушайте эти звуки природы. Это пение птиц, этот легкий ветерок. Сколько цветов, сколько разной живности. Смотрите, шмель собирает нектар. Так люблю наблюдать. А теперь пойдемте, погуляйте вместе с нами. Мы сейчас пройдем пару километров до конца маршрута. Отдохнем немного на лавочке. В конце маршрута есть столики с лавочками. И потом вернемся назад. Так классно, так тепло сегодня. Смотрите, еще цветут эти желтые цветочки. Я их вам как-то во влоге показывала. Так жалко, что нельзя вам передать, как тут пахнет соснами. Смотрите, еще шмель. Их даже 2 здесь. Как они трудятся. Я останавливаюсь, снимаю для вас, а потом мне нужно догонять Джампьера. Смотрите, завтра передавали дожди, и тучки уже потихоньку собираются. Мы уже почти у финиша. Сейчас сядем за столик и отдохнем немного. Так классно здесь. Кто не первый раз смотрит мои видео, знает, что мы сюда часто приезжаем. Видите, здесь между деревьями столики с лавочками есть. Посидели и снова в путь, возвращаемся назад. Да, это с одной стороны прогулка, а с другой стороны мы приходим сюда, чтобы побольше двигаться, держать себя в тонусе, тем более перед летним периодом. Ой, девчонки, смотрите, я увидела большую бабочку. Сейчас попробую ее снять поближе. Я надеюсь, она не улетит. Смотрите, какая красивая. Так люблю снимать всякую живность. И смотрите, сколько здесь вот таких маленьких голубых цветочков. Если у вас поблизости есть похожее местечко, почаще выезжайте на прогулки. Это так расслабляет, мне помогает. Я отключаю голову и просто нахожусь в моменте, наслаждаюсь природой и чувствую какое-то внутреннее спокойствие. Смотрите, видите эти колышки? Там в этом году посадили новые деревья. Видите еще эти желтые цветочки? Сейчас я себе нарву букетик домой. Вот эту красоту повезу домой с леса. Сегодня мы погуляли больше, чем обычно. Прошли еще один маршрут. Такой круг проделали и уже идем к машине совсем с другой стороны. Мы уже почти у дороги. Мне так нравится слышать звук наших шагов. Дала Джампьеру мой букетик, пусть несет. А я снимаю для вас кадры. И нам осталось еще где-то 500 метров до машины. И потом уже поедем домой.
Даже не хочется уезжать отсюда. И мы уже едем домой. Долго гуляли сегодня. Физически немного устали, но морально отдохнули. Еще и эту красоту везем домой. Вот мы и вернулись. Сейчас Джампьеро заедет в гараж. Давайте я вам покажу, какой мы туалет организовали в гараже. Нам, правда, еще двери нужно вставить. Гараж у нас большой, и мы, когда его купили, решили, почему бы не выделить небольшой уголок для него. Классно получилось. Маленький, но есть все, что нужно. Джампьеру часто, когда занимается машинами, проводит здесь много времени, и это так удобно. Сюда бы еще диван и холодильник, и здесь можно жить. Я шучу. И поднимаемся домой. У нас лифта нет, а живем мы на 5-м этаже. Это еще один вид зарядки для нас каждый день. Пришла домой, определила мой красивый букетик, поели, отдохнули, я еще немного помонтировала. А сейчас уже дело ближе к вечеру. Завтра понедельник, я приезжаю домой где-то в час, в половине второго. А вот Вадиму нужно что-то приготовить поесть, дать с собой на работу. И я решила приготовить рисовый салат. Так что пойдемте на кухню, я покажу вам, как я его готовлю. Сразу ставлю воду на огонь и присаливаю. Рис я варю в подсоленной воде. Я покупаю рис специальный для рисовых салатов. Видите, как он выглядит? Вода закипела, кидаю рис. И сразу немного перемешиваю, чтобы он не прилип к дну кастрюли. И пока рис варится, я достаю все нужные ингредиенты. Маслины, консервированную кукурузу, крабовые палочки. Еще нам понадобится свежий помидор. Рис сварился, выливаю на друшлаг. И промываю холодной водой. Теперь беру маслины и нарезаю их пополам. И добавляю к рису. Затем добавляю консервированную кукурузу. Если какой-то ингредиент вам не нравится, не добавляйте, подстраивайте рецепт под себя. Дальше нарезаю средними кусочками свежий помидор. Теперь нарезаю крабовые палочки. Я нарезаю средними кусочками, чтобы салат получился еще и красивее. И еще я отварила 3 яйца. За счет яиц, крабовых палочек салат получается сытным. Для этих салатов, девчонки, нет точных пропорций. Нарезайте все на ваш вкус. Теперь нарежу маринованных огурчиков, они придадут приятную кислинку салату. И еще добавлю небольшой пучок рукколы. Солю по вкусу. Добавляю черный молотый перец. Оливковое масло. И хорошенько все перемешиваем. Вместо крабовых палочек можете добавить тунец. И еще по желанию можете добавить маринованных грибов. А вместо рукколы можете добавить свежий базилик. Тоже получится очень вкусно. Давайте я вам в описании под видео оставлю другой вариант рисового салата. И еще вам оставлю ссылочки на салаты из пасты и из пшеницы, как итальянцы готовят. Смотрите, какой яркий и аппетитный салат получился. И очень сытный. Такие салаты отлично подходят и для пикников.
А сейчас наполню 2 контейнера и будет Вадиму на 2 дня обед на работу, чтоб каждый день не готовить. У них на работе одна микроволновка, и один начинает готовить, другой разогревает, а он не любит ждать, предпочитает, чтобы я ему приготовила что-нибудь, что не нужно разогревать. Все, закрываю контейнеры и убираю в холодильник. Утром он встает раньше меня, возьмет и уедет на работу. Ну и на этом мой выходной заканчивается, и завтра снова начинается рабочая неделя. И смотрите, на фоне какого красивого вечернего неба я с вами попрощаюсь. До скорой встречи!